Можно ли спасти нарцисса? Такой провокационный вопрос, и многие из вас, конечно же, скажут, зачем вообще его спасать? То есть что, зачем вообще об этом разговаривать? Типа понятно, что нужно, если видишь нарцисса, бежать от него, роняя тапки. Да, это очень распространенная такая вот идея, особенно у людей, которые находились в отношениях таких травматичных с нарциссом. Когда человек долго находился в таких отношениях, потом вот выходишь, и ты думаешь, нет, мне такое вообще больше не нужно. Но есть такие ситуации, когда, предположим, женщина встречает мужчину, начинает формироваться какая-то там близость, симпатия, какие-то теплые чувства. И вот она понимает вроде бы, что очень важны мне эти отношения, вот что-то такое я важное в них начинаю сейчас получать, но при этом я начинаю замечать какие-то нарциссические такие вот штришки, а я сама, предположим, имела когда-то опыт общения с нарциссом, либо там изучала разные там видео, статьи в интернете, и вроде как начинаю в нем что-то такое узнавать. Но я же понимаю, что в принципе я могу ошибаться. Может быть, это такая, типа как гипердиагностика. Может, я что-то там такое излишнее в нем нахожусь. А он при этом все-таки остается для меня важным. И вот что же здесь делать? Как здесь, в общем-то, разобраться в такой ситуации? Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами разбираем такой действительно сложный вопрос. Можно ли спасти нарцисса, стоит ли это делать, на что стоит обращать внимание в такой ситуации. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в своих соцсетях, и мы с вами начинаем. Прежде всего, давайте разберемся, почему многие люди считают, что нарцисса спасти невозможно, и из этих отношений нужно однозначно бежать, роняя тапки, цитирую. Так вот обычно говорят. Почему так происходит? Возьмем себе такую ситуацию, представим среднюю, что вот женщина находилась в отношениях с каким-то мужчиной. Она находилась с ним в отношениях какое-то время, потом она понимает, что она начинает как-то находиться в каком-то дискомфорте, физическом, психическом, эмоциональном. Она начинает понимать, что ей становится плохо. Она потом начинает как-то понимать, что, возможно, это связано с тем, что мужчина имеет нарциссические черты, то есть мужчина-нарцисс. И вот ей как-то в этих отношениях плохо, но она однозначно так и в одно касание выйти из этих отношений не может, потому что эмоциональная зависимость, привязанность, не знаю, там дети, быт, еще что-то, какие-то обстоятельства есть. И вот она проделывает очень такую серьезную работу и выходит из этих отношений. И вот в момент, когда она перед тем, как она вышла, ей было максимально плохо, а как только она вышла, она чувствует какое-то такое освобождение, очищение, у нее сразу меняется ее состояние и психическое, и физическое в лучшую сторону, и, естественно, вот эта вот перемена, она ассоциируется. То есть у нее в голове фиксируется такая ассоциация, что уход от нарцисса, выход из отношений с таким человеком связан с вот этим эмоциональным, физическим, пережитым опытом улучшения своего состояния. Соответственно, в дальнейшей жизни, когда такая женщина общается с другими какими-то людьми, поскольку она пережила этот травматичный опыт общения с нарциссом, она у всех людей нарциссические черты начинает замечать раньше, чем это бы заметил какой-то другой человек. А тут надо понимать, что нарциссические черты так или иначе, хоть в какой-то небольшой степени, есть у всех людей. И она у всех людей первым делом, когда начинает общаться с каким-то новым человеком, начинает замечать вот эти вот вещи. Кроме того, поскольку она-то находилась в отношениях с нарциссом-мужчиной, у нее еще и ассоциировано с тем, что нарцисс это вот мужчина, то есть в ее опыте был. И она у мужчин, с которыми она начинает как-то вот общаться и знакомиться, особенно остро начинает ощущать вот эти нарциссические черты, и у нее включается вот эта вот ее, получается, ранее сформированная защита, что как только я вижу мужчину, у которого есть какие-то хотя бы такие вот намеки на то, что он, возможно, нарцисс, у меня как бы такой предохранитель включается, и мне нужно идти от него. То есть эти отношения просто не формируются. Я его начинаю как-то, не то что избегать, я просто не продолжаю с ним дальнейшее общение. И, собственно, драматизм всей ситуации в том-то и заключается, что из-за вот этой вот сформировавшейся такой защиты, женщине сложно строить отношения с мужчинами. Потому что как только она видит мужчину, она в нем тут же выискивает какие-то нарциссические черты, и тут же, еще до того, как она это смогла осознать как-то и принять решение, она неосознанно тут же выходит из отношений с ним. Что же делать в ситуации, если женщина оказалась в отношениях с мужчиной, который ей как-то ценен, как-то важен? Бывает, женщина говорит, не знаю, я такое что-то с ним чувствую, чего раньше не чувствовал, или давно не чувствовал. Или, скажем, у нас какой-то секс очень там такой подходящий. Вот он мне обычно никто не подходит, а вот он когда подходит. Или он, скажем, я высокая, и мне важно, чтобы мужчина был выше меня. И он как раз вот выше меня, и все остальные вещи, там, не знаю, какой-то финансово он как-то подготовленный, там, не знаю, подходит мне, и так далее. То есть как-то вот есть много таких за эти отношения, но я в нем вижу какие-то нарциссические черты, и, предположим, женщина еще думает, я-то понимаю, что, в принципе, может быть, я как бы грешу какой-то гипердиагностикой. То есть я замечаю в нем какие-то нарциссические черты, а может быть, я ошибаюсь, потому что мне же важны эти отношения. А может быть, из-за того, что мне эти важны отношения, мне кажется, что я ошибаюсь, и я не замечаю это. То есть, понимаете, у женщины возникает такой вот,
ну, ступор в том плане, что непонятно, в какую сторону двигаться. Так вот, что в такой ситуации делать? Первое, что вам нужно сделать, вам нужно этот вопрос, такой очень эмоциональный, но немножко такой инфантильный, можно ли спасти нарцисса, перевести в, ну, немножко в другую формулировку. Можно ли человека, у которого есть нарциссические черты личности в рамках здоровой личности, или иначе это называется высокофункциональный нарцисс. То есть не человек с расстройством нарциссическим личности, то есть когда у человека прям вот нарциссизм уровня расстройства личности, а человек, у которого личность здоровая, но есть какое-то количество вот этих нарциссических черт. Вот с таким человеком могу ли я наши отношения, то есть не того человека спасать, а отношения, могу ли я изменить из дезадаптивных, то есть таких отношений, в которых я получаю что-то, что мне не нравится, в которых есть какие-то моменты в нашем общении, что мне не нравится, в адаптивные. Понимаете? То есть вроде бы как бы мы какие-то слова поменяли, но получается, что из такой фразы, как «можно ли спасти нарцисса», такой немножко инфантильной, ну знаете, как типа «можно ли спасти русалочку», «можно ли там спасти», не знаю, кого там спасают, маленьких зайчат. Я перевожу этот вопрос в какой-то более такой, ну, взрослый, рациональный, эмоционально холодный. Могу ли я с человеком, про которого я понимаю, что это не прям вот такой ядреный нарцисс, то есть ядерный, у которой нарциссизм является центром его личности, а человек, который является высокофункциональным нарциссом, могу ли я с ним вот эти вот наши коммуникации перевести из таких, которые мне не подходят, в такие, которые мне подходят. И следующая вещь, на которую вам стоит обратить внимание, это, собственно, а что вас волнует в этих отношениях? Что вас не устраивает? Какие жалобы, грубо говоря? Дело в том, что женщины, которые имели опыт общения с нарциссом в опыте своем, как правило, ну вот после этого общения у них есть такая вот особенность, что они фокус внимания переводят на собеседника, на своего партнера. Потому что с нарциссом было так принято. Ты, когда в отношениях с нарциссом, ты вот только вот про него и думаешь, потому что ну, это то, что ему нужно. Соответственно, женщина вместо того, чтобы понять, что ей не нравится в этих отношениях, начинает больше анализировать, насколько тот человек нарцисс или не нарцисс, и как он себя ведет. Нужно слышать себя. Предположим, вы замечаете, что ваш мужчина несколько раз оправдывал свои какие-то неудачи тем, что обвинял окружающих. И вы знаете, что так это же одна из черт нарцисса, потому что вы смотрели видео, там почитали в статьях, оно у вас запомнилось, и вы думаете, похоже, что он нарцисс. Предположим, мужчина сказал так, что я вот опоздал, потому что водитель меня долго вез, и, в общем-то, водитель виноват. Там, или, скажем, я не смогу там в пятницу с тобой встретиться, потому что у нас дурак-начальник, он какой-то взял, поменял все там расписание, и, в общем-то, то есть виноваты другие люди, виноват не он. Вы это замечаете, и дальше есть два варианта, что вы можете делать. Первое. Вы можете пуститься во внутренние такие размышления, и вы думаете, например, с одной стороны, это похоже на нарциссические черты, и значит, что нужно из этих отношений уходить. С другой стороны, мы помним, что вот для этой женщины в этом примере этот мужчина все-таки важен. Как эти отношения как-то важны для меня настолько, что так вот легко прямо их сбросить я как-то пока не готова. Что происходит в результате? Женщина начинает думать, что с одной стороны как бы нужно уходить от нарцисса, с другой стороны этот человек мне интересен, потом может быть я как бы тут немножко такой гипердиагностикой занимаюсь. Можете как-то излишне как-то вот себе там надумала, что прям это нарциссические черты. А может быть наоборот, может быть настолько мне хочется сходиться с ним в отношениях, что я как бы стараюсь не заметить эти вот черты, и это тогда гиподиагностика. И вот женщина, мы же как бы, когда в отношениях с человеком находимся предвзяты к нему, и вот она находится в таких вот сомнениях, что же делать, как в такой ситуации поступить. В такой ситуации, кстати, можно застрять в отношениях, которые окажутся в результате отношений с нарциссом. Так вот, в такой ситуации важно начать прояснять с этим человеком те вещи, которые тебе не нравятся. Предположим, женщина говорит мужчине, а чего ты тогда раньше не вышел, например, из дома? Что ты там раньше не проснулся, раньше не встал? Ты же понимаешь, что водитель может опаздывать там, или пробка может образоваться, это вообще никто не может предвидеть. И вот очень важно, как на это мужчина отреагирует. Если это такой вот ядерный нарцисс, то такие люди не критичны. Они не просто перекладывают свою ответственность на других людей, они ее не могут на себя взять. Соответственно, если вы ему говорите, что почему ты раньше не встал, он будет очень эмоционально говорить что-то вроде, так как, он деньги берет за то, что он меня везет. Я ему заплатил, я нанял его, вызвал такси, он должен меня привезти вовремя. Почему? Типа, он будет отказываться брать на себя эту ответственность. Он еще может и на вас как-то налететь, что ты что, дура, что значит раньше встал? Что это за такси такие, когда я должен раньше вставать? Типа, может, мне надо было пешком пойти? То есть он может еще как-то так эмоционально на вас чуть-чуть поднаехать, потому что ему не нравится, что вы пытаетесь вернуть ему ответственность. Он не то, что не нравится,
эмоционально начинает вспыхивать. Если же это мужчина, у которого какие-то там есть нарциссические черты в рамках здоровой личности, или в принципе, знаете, все мы время от времени используем отговорки. По какой-то другой причине он это использовал. И вы ему говорите, а что ты раньше не вышел? Он вам скажет, ты знаешь, я вечером там фильм смотрел долго, я просто не выспался, я не мог встать. Надо было, конечно, мне встать раньше. То есть он принимает вашу критику. Он принимает вашу критику, вы понимаете, что он сам критичен к себе. Он понимает, что это, в общем-то, и там, скажем, с начальником тоже. И вообще-то я мог бы уволиться, найти себе другую работу, но все как-то сейчас не то время. И, в общем-то, я просто хочу, поныть, так сказать. То есть вы таким образом проясняете вот эти вот черты, которые проявляет этот человек, которые похожи на черты нарцисса. Это такие закостеневшие, твердые, жесткие черты личности, которые близки туда в сторону расстройства личности, либо это такие пластичные, подвижные, гибкие черты личности, которые говорят о том, что, скорее всего, этот человек ближе туда к возможному построению здоровых отношений. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли спасти нарцисса, сказать можно следующее, что не надо никого спасать, никакого нарцисса, нужно разбираться в своих отношениях и стараться делать ваши отношения с окружающими людьми, в том числе с близким человеком, такими, чтобы вы получали в этих отношениях как можно больше счастья. Потому что отношения нужны прежде всего для счастья. Знаете, несчастным можно быть и без отношений. Напишите, пожалуйста, в комментариях, был ли у вас опыт спасения нарцисса. И если вы когда-то проводили такую спасательную операцию, насколько она была успешна или неуспешна, я вам буду благодарен за то, что вы поделитесь своим опытом. Если вам эта тема была интересна, ставьте лайк под видео обязательно, это очень важно для меня. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, поделитесь этим видео в своих соцсетях, берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.